Shoutout, guys! В данном видео я тебе расскажу, как правильно начинать играть в Альбион и много другого интересного. На протяжении всего видео будут происходить очень странные и практически невозможные вещи, но перед началом видео обязательно поставь лайк, подпишись на канал и нажми на колокольчик. Также не забывай про Discord сервер данного канала и про новую функцию как спонсорство. За 49 рублей в месяц ты откроешь возможность смотреть уникальный контент каждый месяц, а также иметь множество других плюшек, все ссылки в описании. Давай начнем. Суть видео в том, как я начинал играть за нового персонажа с абсолютного нуля и чего я добился за 4 часа. На переднем плане можно увидеть, как я спидраню создание персонажа, а также само обучение, которое нужно обязательно проходить. Изначально тебе нужно в голове начертить себе маршрут действий, который поможет тебе при игре в Альбион. Что для нас самое главное? Логично, чем больше серебра, тем лучше. Ага, пытаемся уметь сложить 2 плюс 2, и у нас получается то, что это серебро нужно как-то фармить. Заниматься ПП как-то не особо хочется, скипать уж точно нет, точно не в этот раз. Самое тогда лучшее, что у нас остается, это фармить сольники, а чтобы их максимально выгодно было чистить, что нам с тобой что нужно? Правильный билд. Есть много интересных вариантов, и лично я остановился на таком билде. Охотник за душами – самое сильное ПВЕ оружие в игре, без исключения самое сильное. Одна Е-способность вносит такой же урон на 4 тире, как яд 8 тира, что, собственно говоря, не слабо. Колпак чародея, ну уж если мы убиваем на изи пачки, то боссов нужно ведь как-то убивать. Куртка наемника просто для отхила. Сапоги хранителя как помощь в том, чтобы агрить огромные пачки мобов высокого тира и не умирать уже не за 2 секунды, а за 4. Пока что я прохожу обучение и юзаю небольшой абуз, который связан с откатом бега. Экономит тебе лишние 20-30 секунд, это уже полезная тема. Немало часть того, какой рост ты пойдешь в начале, ставит вопрос серебром о том, насколько ты будешь успешен в этой игре. Дай новичку все мои миллионы серебра, и он через пару дней будет бедным. Да я же мне чистый нулевой аккаунт, уже через 3 дня у меня будут деньги на премиум и открытое ношение 8 тира. Именно из-за этого, будучи новичком, у тебя не получится так много зарабатывать, как тебе бы этого не хотелось. Начиная играть впервые, ты просто не знаешь, чем себя занять и что именно делать. В этом плане тебе, конечно, могут помочь видео и гайды, но основную часть знаний и умений ты получишь только на практике. Вследствие чего я хочу тебе сказать о том, что нужно как можно больше играть и пробовать что-то новое, но не упираться в максимализм, пытаться создать велосипед. Закончил с рассуждениями. Перейдем, собственно говоря, к игре и моей истории длиною 4 часа и 17 минут. Так мы с тобой уже все заранее продумали, закупаем лишь те предметы, которые нам и нужно качать. Сейчас пока что идет самое банальное обучение, где чего-то нового показать я не смогу. Лучше сразу скипнем к абузам, с которыми за 15 минут у тебя будут деньги на сет 4 тира. Один из самых простых и расфоршенных абузов — это покупка мула в начале игры. Если же ты про это не знал, то просто заходишь на аукцион и спокойно его покупаешь. Вот и весь профит. Далее, после чего идет нереальная абуз-машина. Перед началом всего действия необходимо скрафтить сумку, а также мулу для камней. Дальше поймешь для чего. Вот со всем этим добром ты идешь и добываешь камень. Да-да, именно грубый камень. За ровно 10 минут собирания я нафармил порядка 15 тысяч серебра. Да, на сумму денег хватит тебе на покупку своего первого Т4 билда. Вот отправляемся мы с тобой уже на королевский континент. Какой именно город не имеет значения, ведь мы сразу же пойдем с тобой в черные земли. Приплыв на землю, я спокойно отправляюсь в главный город, чтобы взбагрить свое барахло и начать нереальную прокачку. Так как мы с тобой уже определились, в чем будем бегать, я покупаю full Т3 сет и иду фармить экспедицию для открытия ношения на 4 тир, а также реверку налетчика, с которой фармить бов станет одна услада. Все, отлично, зафармили и идем покупать сет 4 тира. Ты спросишь, а зачем? Ведь еще не прокачал ношение. Ну, собственно, это ношение будем качать в черных землях 5 тира. Да-да, прям сразу же. Почему именно там? Так как это черные земли, фреймас мобов, также лут будет намного больше по сравнению с королевским континентом. Вот, собственно, для чего мы туда и идем. Пьем чашу, бежим до первого сольника и ждем 90 секунд, а в качестве таймера нам поможет кнопка выйти из игры. Да, хоть я с 4 тира, но убить одного моба я кое-как могу. Да и не только одного моба, сейчас самое важное у нас с тобой это открытие реверку, чтобы спокойно фармить сольники. Не будем томить, покажу, как можно забрать в данном билде боссов, а также дроп последующих сольников.
Вау, мы с тобой открыли риверку 5 тира, теперь можешь чистить сольники как пылесос. Пойду прикуплю себе на все деньги сет, что фарми 7 тира данжи. Думаю, не будет проблемой. Погоди, это что такое происходит? Медвежьи лапы, которые с этого инвизии ждут? Давай посмотрим бой. Да, я погиб так глупо, хотя мог спокойно его убить. Да еще это интернет ужасный. Вот я потерял все деньги. Теперь у меня на счету только 1000 серебра. Но я не буду расстраиваться, буду гнуть свою линию дальше. Купила себе сет рутира, пошел фармить 3 сольники на надежде какой-либо дроп. Вот я накопил себе деньги на сет 4 уровня. Да, без лошади, но почему бы и нет? Даже на муле не хватает. К сожалению, не хватает. Смотрим нарезку дропов. Знаешь, иногда говорят такую фразу «Бог дал, Бог взял». Вот у меня точно такая же ситуация. Я видел ФК чела, и как бы это ни было некрасиво, но я думаю, так поступил бы каждый. Особенно, когда у тебя нет денег даже на мула. Да. Я убил этого лука, результал с него 280 тысяч, а также необходимые для меня предметы. Это очень помогло мне, после чего я купил себе хороший сет и пошел чистить 7 тира локацию. Смотрим лут. Опа. Меня тут, как ты видишь, хотят гингануть, но я поступил умнее и зашел сольник, который по итогу и зафармил. Но в один момент на моей истории поставили, по сути говоря, фантомный крест. А почему фантомный, я объясню чуть позже и косвенно. Как ты видишь, меня гангают пачкой. В данной ситуации я уже ничего не могу поделать с этим. Вот такая грустная история с этим раковным. Но почему это фантомный крест? У меня в кармане осталось всего чуть больше 300 тысяч серебра, активен премиум, также имеет почти 6 тира на шее и 6-я риверка налетчика. То есть после данной смерти я мог бы начать все заново, причем отлично. Но мои 4 часа закончились. Все, что я скажу, трудно быть богом. Стой, не закрывай видео. Посмотри следующее, это самый подробный гайд на скилл для новичков. Если ты уже давно не новичок, то тоже смотри, изи деньги для тебя. С тебя лайк, подписка.